Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Тайга не прощает суеты. Здесь, в верховьях Енисея, где горы подпирают серое небо, а воздух настоян на хвое и ледяной водяной пыли, время течет иначе. Оно не измеряется часами, только сменой теней на скалах да шепотом перекатов. Сергей жил в этих местах всю жизнь. Его небольшая деревенька, затерянная меж двух хребтов, казалась вросшей в землю. Люди здесь были под стать кедрам, молчаливые, крепкие и привыкшие полагаться только на свои руки. В то утро туман еще не успел сползти с вершин. Он висел над рекой тяжелым белым пологом, когда Сергей, поправив за спиной старый короб, вышел к своему любимому месту. Саяны дышали прохладой. Под сапогами хрустела галька, а река, бурная, своенравная, прозванная местными горлянкой, рычала, разбиваясь о валуны. Рыбалка — это не промысел, это разговор с рекой. Сергей закинул снасть. Вода была настолько прозрачной, что казалось, будто хариусы парят в воздухе, едва шевеля плавниками. Клев шел на диво. В ведерке уже бились несколько серебристых хариусов и пара пестрых форелей. Солнце, наконец, пробилось сквозь макушки лиственниц, раскрасив воду в золото. Сергей присел на поваленное дерево, закурил, наслаждаясь тишиной, которую не нарушал даже крик птицы. Внезапно краем глаза он уловил движение на противоположном берегу. Берег там был крутой, заваленный буреломом и скользкими поросшими мхом камнями. Из зарослей папоротника вышла лисица. Она была необычайно яркой. Огненно-рыжая шкура полыхала на фоне сочной зелени. Следом за ней, смешно перебирая короткими лапами, выкатился комочек. Лисенок, совсем еще не смышленыш, с темным детским пушком на хвосте. Мать двигалась грациозно и осторожно, принюхиваясь к утреннему воздуху. Малыш же, опьяненный простором, носился кругами, пытаясь поймать собственную тень. Сергей замер. В тайге встреча со зверем — обычное дело, но видеть их так близко, в домашней обстановке, удавалось редко. Лисица подошла к самой кромке воды. Она хотела напиться, но постоянно оглядывалась на сына, который затеял охоту на водомерку. Все произошло в секунду. Лисенок, слишком сильно разогнавшись на влажном, отполированном веками камне, не удержал равновесия. Короткий вскрик, всплеск, и рыжий комок исчез в белой пене горлянки. Мать-лисица метнулась к воде, завыла, тонко, надрывно по-собачьи, но прыгать в поток было самоубийством. Течение в этом месте закручивалось в тугую спираль и неслось вниз, к порогам. Лисенка вынесла на середину. Он барахтался, его крошечная мордочка то появлялась, то исчезала под водой. Сильное течение тащило его по диагонали, прямо к тому берегу, где стоял Сергей. Мужчина вскочил, сердце забилось в горле. Он знал, дикий зверь в ярости или отчаянии страшнее медведя. Если он тронет детеныша, лисица может броситься в воду, переплыть и вцепиться в горло. А может просто уйти, но оставить живое существо погибать на глазах. «Эх, горе луковое!» — выдохнул Сергей. Он не раздумывал. Бросив удочку, он вбежал в воду. Ледяной холод саян обжег ноги даже сквозь высокие сапоги бродни. Камни под ногами ехали, поток пытался свалить его, толкая в грудь, вода дошла до пояса, перехватывая дыхание. Лисенка несло прямо на него. Малыш уже почти не боролся, только широко открывал рот, глотая горькую ледяную воду. Сергей вытянул руку. Раз, мимо, еще раз. В последний момент он изловчился и схватил мокрый, скользкий загривок. Лисенок был тяжелым от намокшей шерсти и совершенно обмякшим. Кое-как, борясь с рекой, Сергей выбрался на мелководье. Он стоял на коленях в воде, тяжело дыша. В руках дрожал маленький, жалкий зверек.
Лисенок приоткрыл глаза, слабо пискнул и затих, прижавшись к теплой ладони человека. Сергей поднял голову. На том берегу, всего в 10 метрах, стояла лисица. Она не бегала, не выла. Она застыла, словно изваяние из рыжего камня. Ее желтые глаза, казалось, прожигали Сергея насквозь. В этом взгляде не было злобы, только первобытное напряжение и ожидание. Мужчина медленно, стараясь не делать резких движений, вышел на сухую гальку. Он опустил лисенка на землю в нескольких метрах от воды. «Иди, малец, к матери иди». Рыжий комок встряхнулся, обдав Сергея фонтаном брызг, и, пошатываясь, заковылял к кромке воды. Там было мелко, и он вброд перебрался на свой берег. Лисица тут же подскочила к нему. Она начала судорожно вылизывать его, подталкивать носом, проверяя, цел ли. А потом она снова посмотрела на Сергея. Это длилось недолго, может, 5 секунд. Но Сергею показалось, что за это время между ними протянулась невидимая нить. В тайге слов нет, там все на чувствах. Лисица коротко тявкнула, не угрожающе, а как-то по-особенному, и, подхватив сына за шиворот, скрылась в густых зарослях иван-чая. Сергей вернулся к своим снастям. Ноги гудели от холода, одежда промокла. Он попытался продолжить рыбалку, но удача словно ушла вместе с лисицей. Солнце поднялось высоко, рыба ушла на глубину. До обеда он выудил лишь одного худого окунька. «Ну», — вздохнул он, собирая вещи, — «зато душа спокойна. Рыбы еще наловлю, а такая душа одна». Он уже собирался уходить, как вдруг привычный шум реки изменился. С того берега донесся шорох. Сергей замер. Из леса снова вышла та самая лисица, но теперь она была одна. Она шла уверенно, не таясь. В пасти она что-то держала. Подойдя к самой воде, прямо напротив того места, где Сергей спас ее детеныша, она положила свою ношу на плоский валун. Затем она отступила назад, села и уставилась на мужчину. Сергей прищурился. На камне что-то поблескивало на солнце. Не в силах сдержать любопытство, он снова перешел реку вброд, благо в этом месте было помельче. Когда он подошел к валуну, у него перехватило дыхание. На камне лежали 3 крупные жирные форели и, самое невероятное, молодой таймень, царь-рыба. Рыба была свежайшей, еще трепетала. На боках виднелись следы острых зубов, но добыча была целой. Сергей посмотрел на лисицу. Та склонила голову набок, коротко вильнула хвостом и, не дожидаясь приглашения, бесшумно растаяла в лесной тени. «Ничего себе!» — прошептал Сергей. «Это что же получается? Расчет?» В деревне ему не поверили. Старый дед Макар только посмеивался, пуская дым из трубки. «Сочиняешь, Серега? Лиса? Она воровка. Она только тащить гораздо. Чтоб рыжая кумя из леса рыбу человеку носила. Скорее Енисей вспять потечет». Но на следующий день Сергей снова пошел на реку. И история повторилась. Стоило ему забросить удочку и просидеть час без поклевки, как на том берегу появлялся рыжий силуэт. Лисица больше не боялась. Она приносила добычу, оставляла ее на договорном валуне и уходила, иногда задерживаясь, чтобы посмотреть, как Сергей забирает подарок. Лисенок, которого Сергей прозвал Рыжиком, подрос. Иногда он приходил вместе с матерью. Пока она сдавала смену, он кувыркался в траве, но к воде больше не подходил. Урок горлянки усвоил крепко. Это стало их тайной. Сергей перестал брать с собой много наживки. Он знал, что его лесная напарница не оставит его с пустыми руками. Он начал приносить ей ответные дары. То кусок соленого сала, которое лисы обожают, то свежий хлеб, то купленные в городе сахарные косточки. Он оставлял их на том же камне.
Однажды он увидел, как лисица пробует его хлеб. Она ела аккуратно, поглядывая на него, а потом аккуратно взяла оставшуюся горбушку и понесла в лес, видимо, Рыжику. Лето пролетело быстро, как искры от костра. Тайга начала одеваться в золото и багрянец. Утренние заморозки серебрили траву, а вода в реке стала такой холодной, что от нее ломило зубы. В октябре лисица пришла в последний раз. Она привела с собой Рыжика. Тот уже почти догнал мать в размерах, стал статным пушистым красавцем. В тот день на камне лежал огромный хариус. Лисица не ушла сразу. Она долго стояла на берегу, глядя на Сергея. В ее взгляде было что-то прощальное. Тайга готовилась к великому сну. Зимой лисам не до рыбы. Они уходят вглубь леса, охотятся на мышей, полевок и зайцев под глубоким снегом. Река замерзнет, и связь оборвется. Сергей поднял руку, помахав им. «Спасибо, рыжая! Удачи вам зимой! Не попадайтесь в капканы!» Лисица в последний раз тявкнула, Рыжик смешно подпрыгнул, и они скрылись в густеющих сумерках. Прошло много лет. Сергей давно состарился, его волосы стали цвета тех самых саянских туманов. Он уже редко ходит на горлянку, ноги не те. Но каждый раз, когда он видит в лесу рыжий мелькающий хвост или слышит лай лисицы в морозной ночи, он улыбается. В его доме над дверью висит старая выцветшая фотография того самого места у реки. Он не смог сфотографировать лису, но это и не нужно. Память хранит этот взгляд, желтые глаза, в которых не было страха, только чистая, дикая благодарность. Эта история в деревне со временем стала легендой. Молодежь слушает ее с недоверием, но старики знают. Тайга — это не просто лес. Это огромный живой организм, у которого есть сердце. И если ты однажды согрел это сердце своим добром, оно никогда об этом не забудет. Ведь даже у самого дикого зверя есть понятие о чести, которое нам, людям, иногда стоит поучиться.